Вы на канале «Это вкусно». Сегодня приготовим песочное печенье с орехами и изюмом. Рецепт этот очень старый, и в моей книге он был записан как печенье марципаны. Но вы сейчас поймете, что ничего общего с марципанами у этого печенья нет. Я скорее назвала бы его печеные вареники. Я очень много искала в интернете хоть что-то похожее, чтобы раскрыть тайну названия, но ничего не нашла. Поэтому, если у кого-то есть рецепт такого печенья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как они называются. А пока давайте готовить марципаны. Для них мне понадобится 2 яйца, 200 грамм сливочного масла или маргарина, 200 грамм сметаны, 350 грамм муки, 150 грамм сахара, 100 грамм орехов и 100 грамм изюма. Масло должно быть холодным. Обваливаю его в муке и натираю на терке. В первоначальном рецепте был указан маргарин, и я готовила тесто и на масле, и на маргарине. Теперь руками перетру все это в крошку. Вот что у меня получилось. Отделяю белки от желтков. Белки уберу пока в сторону, они мне понадобятся для начинки. К желткам выкладываю сметану и немного все это взобью. Затем соединяю обе смеси и замешиваю тесто. Тесто получается мягким. Долго его не вымешиваю, чтобы масло не начало таять. Если вам кажется, что тесто сильно липнет к рукам, то можно добавить еще 10-20 грамм муки, но не больше. Не забивайте тесто мукой. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Делю тесто на 2 части, заматываю в пленку и убираю в холодильник на 1 час. За это время подготовлю все для начинки. Изюм нужно хорошо промыть и просушить. Половинки орехов я разрежу на 2 части. Если орехи крупные, то их можно измельчить сильнее. Теперь пришла очередь белков. Взбиваю их в легкую пену. Всыпаю частями сахар и взбиваю. Это, конечно, не меренга, но очень похоже. Просто нет необходимости взбивать белки с сахаром до плотных пиков. Вот такая масса должна получиться. Для удобства перекладываю ее в кондитерский мешок. Достаю одну часть теста с холодильника и раскатываю его до толщины примерно 2 мм. Какой формы вы раскатаете тесто, абсолютно не важно, потому что сейчас нужно будет вырезать круги. Диаметр моей вырубки 8 сантиметров. Обрезки собираю, вымешиваю и уберу в холодильник. Формирую печенье. Выдавливаю из кондитерского мешка меренгу. На нее выкладываю орехи и изюм. Теперь леплю обыкновенный вареник. Края нужно очень хорошо скрепить. Очень удобно окунуть палец в холодную воду и провести по краю, смочив тесто. Сложить и придавить.
Затем еще немного защипнуть края. Первая часть уже готова. Перекладываю печенье на противень. Достаю вторую часть теста и делаю все то же самое. А затем соединяю обрезки, которые остаются, и тоже раскатываю. Готовое печенье укладываю на противень и ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут в режиме верхний и нижний нагрев с конвекцией. При необходимости в процессе выпечки можно менять противни местами. Готово! Вот такие печеные вареники получились. В процессе выпечки они приоткрываются и получается очень красиво, но есть и такие, которые открываются полностью. Даю им немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. Если разломать печенье, то видно, какое воздушное оно получается. Очень похоже на слоеное. Обязательно приготовьте, оно очень вкусное. Мои любимые рецепты сладкой выпечки смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».